Спилберг, это Копылов. Спрятались, как крыса. Я Россию люблю. А где царь? Закусывать надо. Не Россию, а Советский Союз. Привычный мир, он погиб. Чтобы изменить мир, На что вы пойдете, чтобы вернуть его? нужна красивая ложь и море крови. Деревню дуриком взяли, живым местом протолкнулись. Да! Протолкнуться! Не мешай! Немчуру! Мне! Дезинформировать! Понял. Ржевская наступательная операция идет. Искупить кровью Вячеслава Кондратьева – это история о войне, увиденная глазами рядового солдата. Я знаю простых ребят, которые тебя в 10 раз лучше. Я видел в хронике. Ты не из тех, кто пойдет на жертву, ляжет на колючую проволоку и даст через себя пройти другу. А я эту проволоку вырежу. Книга не столько о героизме, сколько о выживании, страхе и моральном выборе на передовой. А в фильме немного иначе. Выполняя свой долг, если даже это будет означать твой конец. У нас есть контракт. Контракт с компанией. Контракт с Родиной. С совестью. И мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад. Но в аду мы будем лучшими. Лучшие. Нэнс, что ты всегда говоришь? Все не кончено, пока не кончено. Умри, но сделай! Он сделал! Фильм снят по мотивам книги, как экранизация. Некоторые повороты были изменены, что даже особист мог, быть может, не положительным героем, но сероморальным, чтобы можно было его понять. Когда с листовками особист арестовал не Петровича, а того парикмахера Журина, что немца заколол. А этот боец первым ворвался в деревню и в рукопашную уничтожил фашиста. А тут бумажка. Если ты в узел, я понял. А во время шмона особиста Карцев понимал, что если муровцы арестовывали за реальные преступления, то особисты могли арестовать за выдуманные преступления. Это было описано в книге. Расход захотел, падла. Одежду к осмотру! Рыков, вы не имеете права. Имею. Наш особист говорит, что не нужно стесняться своих полномочий, когда они такие широкие. Да, ну а как же нарушение прав человека? Полномочия становятся еще шире, если их хорошенько разодорить. В фильме уместили образы командира Красной Армии, колоритного политрука. Так точно. Я комиссар. Коммунист и еврей. Меньше, да, политрука. Рожи просит кирпича. Салагу добровольца, простого простака и дореволюционного попа. В фильме «Что и дело» солдаты продвигали оппозицию в армии, лишь иногда обращая внимание на передовые сражения. Актерский состав, художественные образы, операторская работа, декорации – все держится на уровне даже того Голливуда. Но идейная составляющая оставляет желать лучшего. Фильм начинается с взятия деревни, как и в книге. И хорошо прописанные образы персонажей вместо того, чтобы заниматься военным делом, занимаются шапкозакидательством. Это все отходит на задний план, главное друг другу что-то доказывать. А когда идет бой, то бегать туда-сюда, как в игре Battlefield. Командир вроде как дает распоряжение, но на уровне Battlefield. Заодно еще украинскую тему продвинуть, которая гласит о том, что Запад еще научит нас друг друга убивать. И даже это объяснять не буду. Все знает. Я не знаю малой доли. В моей голове я многое знаю из политики, то другое это мусорный ящик. Знание мирского пустое, но я проповедник, мне необходимо отвечать на вопросы, я должен это мировое событие высветить в свете Библии, мне необходимо. И поэтому у меня мусор в определенном отделе, который на меня никак не влияет. Надо признать, немцы воюют отменно. Вон, всю Европу сожрали на куперку. Комбат хуйло. Главное, чтобы наши Усова взяли. Вот почему тянут. Непрофессионально воюем. Не рано ли паникуете, старший лейтенант? При чем здесь паника? Я просто пытаюсь здраво и трезво смотреть на вещи. И вот когда у меня дрожат руки от страха, я свой стыд за это на других не перекладываю. Что с рукой?
того, что ходил на руках, помнишь? Со знаком вина куртки. Векио. Виктория, знак победы. Как увидел, что в атаке солдат косить начало, аж замутило. Ну а когда за мной красноармейцу полтуловища осколком срезал, то вообще в глазах померкло. В фильме война показана как хаос и бессмысленная бойня, где никто ни за что не отвечает. Немцы – безликая масса, а советские солдаты – сброд, думающий только о том, как бы выжить. Много статей прочитал и даже запутался, где правда. Фильм искажает историческую правду, но при этом сглаживает углы по типу Call of Duty. Иди туда, иди туда. Здесь поднимается ряд важных вопросов о цене победы, о роли личности в истории, о моральном выборе в условиях войны. Однако ответы на эти вопросы авторы фильма дают неоднозначные, что вызывает споры и разногласия. В целом, это неоднозначная и спорная картина, которая вызвала широкий общественный резонанс. Фильм имеет как сильные стороны, так и слабые, как в фильме «28 панфиловцев», когда много было медийного шума, а фильм оказался вполне себе достойным. Раньше был снят фильм о Ржев, а сам Ржев как антипод фильму «28 панфиловцев». Но там тоже странности. За Россию! За Казахстан! Да. Ваня, а сколько нас осталось? 32. А я их и не считала. Есть же подручные. Нельзя отрицать техническое мастерство. Все это создает гнетущую атмосферу окопной войны, погружая зрителя в хаос и ужас происходящего. Актерский ансамбль демонстрирует убедительную игру, передавая спектр эмоций. От страха и отчаяния до редких проблесков надежды и товарищества. Все это становится примером того, как даже качественная техническая реализация не может спасти фильм с сомнительной идеологической основой. В попытке показать правду о войне авторы перешли грань дозволенного, представив советских солдат не героями, защищающими свою родину, а лишь жалкими жертвами обстоятельств. Но у Спилберга примерно то же самое. В итоге фильм, безусловно, заслуживает внимания как пример качественной военной драмы, но требует критического осмысления и сопоставления с другими источниками информации о Великой Отечественной войне, и как важно сохранить историческую память о подвиге советского народа. От создателей фильма «Солнцепек» Евгения Пригожина и Алексея Нагина. Алексей Нагин героически погиб 20 сентября 2022 года при защите интересов России. Это грязная тема. Белые – ЧВК «Вагнер». Желтые – противник. Мы нужны Лос-Альмосу. Лос-Альмосу нужны солдаты, а не Сикариус. А вы позорите армию. Да ты хоть попробуй, наконец, вытащить свою голову из жопы! Пута мадре, Алехандро!